Всем привет! Сегодня у нас небольшая пешая прогулка от Ниши в сторону исторического памятника. И я буду рассказывать о важном событии в истории Ниша. Это событие описывает жажду свободы, героизм и кровопролитие участников на пути к ней и чудовищную жестокость. Наш путь начинается от церкви святого Пантелеймона в сторону холма Винник. События, о которых я буду говорить, происходили в 1908 году. Это было первое сербское восстание против турецкой гегемонии. Вождь Караджорджа главнокомандующим наступлением на Ниш назначил Милоя Петрович. И, так как было заключено соглашение о помощи в 1000 винтовок, пороха и всадников с Российской империей, Милой рассчитывал на помощь русских. В начале мая 1908 года сербские воеводы со своими солдатами прибывают под Ниш, занимают близлежащие села Каменицы, Горний Матеевац. Ставкой командования принят постоялый двор Иоанновского монастыря. На первом же собрании разгорается спор. Синджелич и Добрняц настаивают как можно быстрее атаковать крепость Ниш. Но Милая, как командир, приказывает окопаться и остаться дожидаться русских. Начинают рыть траншеи. Прибытие воеводы Хайдук-Вилько и его примерно 2000 солдат приносит радость и воодушевление. Но даже это не изменило решение Милая. 18 тысяч сербских бойцов с тревогой и нетерпением ждали решения несогласных воевод. Конечно, прибытие сербов под Ниш было замечено. Хуршид-паша, комендант крепости, изначально не располагал точными данными о численности и силе сербов. И он использует хитрость. Сразу после прибытия сербов под Ниш он отреагировал. В первую ночь из своих 5000 солдат из крепости он незамеченными повел 2000 на гору Селичевица. На следующий день та же армия вернется в крепость и создаст впечатление прибытия подкрепления турков. Таким образом, сербские воеводы получили различные и неполные сведения о количестве турков в крепости. Они разрабатывают план и распределяют территории. Синджелич, как самый смелый, для своего расположения выбирает холм Чигар, недалеко от Каменицы. Благодаря своей высоте и расположению становится стратегическим местом. Отсюда видна вся местность и подход противника. Все приготовления были уже завершены. Рвы, траншеи, каналы снабжения, укрытия. В середине укрепления находился хорошо замаскированный склад пороха. Разногласия между воеводами продолжались. Уже третий воевода, Пауль Матеевич, приходит к выводу, что пора наступать. А главнокомандующий отказывается и предъявляет письмо от вождя Караджорджа, что нужно подождать русских, которого, как оказалось потом, и не было. Тем временем лучший Наполеонов офицер Дебаше, в то время лучший шпион в Европе, за большие деньги сообщает Паше о большом нападении. Паша подтягивает большие силы со всех Балкан. Исмаил Бей отправляется из Болгарии с армией выше 20 тысяч солдат. За 6 дней до главного сражения сербские власти посылают переговорщиков, которые сказали Паше, что сил сербов гораздо больше и что незачем напрасно проливать кровь с обеих сторон, предлагая отойти из крепости в сторону Софии или Враньи. Паша согласился и сказал, что ему нужно отправить письмо в Турцию на одобрение, поэтому до приезда просил прекратить военные действия. На самом деле хитрый Паша пытался только выиграть время. Часть сил сербской армии отошла, думая, что закрепили перемирие. Итак, 19 мая по старому стилю, 1 июня по новому 1809 года из Нишкобани идет большое количество турских солдат. Из крепости двигается пехота, в основном легионеры на передовой, за ними 2000 всадников.
На северных склонах Винника расположилась артиллерия и пушки. Подземным невидимым путем из крепости на Винник переправляются 4000 солдат. Этот подземный путь еще времен римлян, когда была построена крепость в нише. Остатки этого выхода и сейчас можно увидеть. Для этого необходимо отклониться влево от маршрута. Смотрите наш трек. Стефан Синджелич уже ожидает на Чигре с 3000 ресвианцев и чуть более 1000 добровольцев решающей битвы. В ночь перед сражением второй нижский епископ отправляет весть главнокомандующему о более больших силах со стороны турков. Но Милая, не поверив, избивает посланца. Тот, еле живой, отправляется к Синджеличу и сообщает ему новость. Конечно, до конца не зная, насколько большие эти силы, он отправляет на правый берег Нишавы 1000 добровольцев. Впоследствии они первые встретили турков и долго сражались под натиском конницы. Я не буду вдаваться в подробности баталий, как вы уже поняли, силы были неравны. Но ни один сербский воевода не отступил с поля боя, они стояли до конца. Хотя Синджелич освободил их от данной в Грабовце клятвы, чтобы они все не погибли из-за политиков и предательства, и спасались кто может. Он берет 5 солдат, в том числе его брат, расчищает дорогу, чтобы они смогли уйти и рассказать правду о кровопролитной битве на Чигре. Видя, что его бойцы погибают и турки не оставляют раненых, Синджелич подпускает к себе побольше турков и подрывает пороховой склад. Более 4000 сербских солдат остались и навеки здесь, вокруг памятника Чигар. Русские войска так и не смогли пересечь Дунай, тогда из-за разливов. Оправившись от взрыва, турки среди расчлененных трупов нашли тело Синджелича. Его голову надели на кол и отнесли к паше. Паша был разъярен, потому что турков погибло в этом бою больше, чем сербов, около 16 000. Он приказал своим легионерам за 25 грошей за голову отсечь головы сербским героям. И чтобы запугать весь сербский народ, прохожих или просто путешественников, приказал построить башню Челя-Кула рядом с императорской дорогой. 17 черепов, в каждой из 4 сторон 14 рядов, всего 952. Для последнего ряда не хватило 30, и тогда Паша приказал отрубить головы плененным сербам. На вершину башни установили череп Синджелича. Позже его сняли и отдали семье, чтобы они ее сохранили, а когда были созданы условия, его вернули, и он сейчас находится в стеклянной витрине рядом с остальными. Главнокомандующий Милая, так и не участвующий в этой битве, простоявший в тылу и не пустивший добровольцев на выручку, отступил к Сакабане и позорно скрывался в течение 11 месяцев от Караджорджа. Он подумал, что он прощен, когда оказался на пире, куда также был приглашен и вождь. Он встал и начал радостно подходить к Караджорджа, а вождь выстрелил ему между ног, тот от боли склонился, и в этот момент Лука Лазаревич взмахнул саблей, и голова Милой оказалась на полу. Так закончил предатель. К сожалению, провалилось и следующее восстание в 1812 году, когда русские из-за наступления Наполеона заключили договор с турками. Вождь Караджорджа был убит по приказу Милоша Обреновича в 1817 году. Освобождение Ниша произошло при князе Милане Обреновиче IV лишь в декабре 1877 года. Первый памятник был установлен в 1878 году, а сегодняшний памятник построен по проекту русского архитектора-эмигранта Юлиана Дюпона.
В середине 1925 года началось строительство, которое сразу же приостановилось. Было обнаружено огромное количество скелетов, около 2000. Выкопали огромную яму 16 на 4 на 4, пригласили епископа, зажгли 101 большую свечу, и пока все свечи не догорели, он читал отпевание. Строительство было завершено в 1927 году. Было торжественное открытие, собралось огромное количество народа со всех близлежащих деревень и городов, дипломаты, прибыл король Александр Караджорджевич с женой и свитой. В год открытия возле памятника были посажены 2 липы. Одна из них приписана к деревне Каменица, другая к юго-востоку от памятника, деревня Доньи-Матиевац. Обе они посещаются каждый первый понедельник после Пасхи целыми процессиями из этих деревень. К сожалению, 2-я липа погибла во время урагана летом 2002-го. Часть этой липы хранится в башне. Ее можно увидеть в начале лестницы, на ней высечено 7 крестов. Самые внимательные посетители могут заметить символы на постаменте. Гусь – символ миграции и переселения, корова с мечом в теле – символ зла, символы масонов, Давидова звезда. Очень загадочно и интересно. Напишите нам, если у вас есть предположение, почему они здесь. Мы спускаемся к церкви святой преподобной Параскевы. По преданию, здесь Синджарич со своим войском причащались перед битвой. Уютная небольшая церковь, она очень долго стояла в руинах, только к 200-летнему празднованию битвы на Чигре. Построили ее с нуля на фундаменте старого храма времен Римской империи. В нем каменные блоки античной эпохи с кельтскими крестами и различными символами. Заметны также римские и византийские кирпичи. Мы двигаемся через Каменечку реку, через пересохший родник в Доньи-Матиевац. Это буквально 20 минут и остановка. Автобусы до Ниша ходят достаточно часто. Я очень надеюсь, что мой рассказ Чигарского боя вам оказался по душе. Он сделан после прочтения одноименной книги Селомира Марковича Селы. Он и его семья с 1988 года охраняют и поддерживают мемориальный комплекс. Его исследования этого события отразились в книге. А у меня все. Всем спасибо за просмотр. До новой встречи. Пока-пока.